Всем привет, ребята! Пару дней не снимал для вас ролики, но сегодня появился повод. Честно говоря, я даже не планировал ничего записывать. Но, как и обещал, если появляются какие-то инсайды или важные обновления, я обязательно буду делиться ими с вами. Поэтому присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк этому видео и давайте начинать. Но перед тем, как перейти непосредственно к основной теме ролика, хочу буквально в двух словах, а может и не в двух, поделиться своими результатами по событию приключений звезд-близнецов. В целом для себя я результат данный считаю неплохим. Брал, как и говорил ранее, пакет за 5 и 20 долларов, и каждый день брал за доллар кубики. Помимо этого, для того, чтобы получить скин, остаток доната я закрывал недельными донатными опциями в игре, а также вовремя у меня появилось морозное сокровище, так что совместил и с ней. В целом скин мне визуально очень понравился, и буду пользоваться им долгое время. А вы уже напишите в комментариях, нормальный результат ли у меня на основе 141 броска в текущем событии. Но в целом ребята из Телеграма сказали, что это в целом хороший результат, но возможно у вас другое мнение. Да и в целом напишите, какой результат по итогу мероприятия у вас. Касательно рейтинга мероприятия от администрации, мне все-таки, вероятнее всего на 99% удалось занять первое место. Не думаю, что за несколько часов до рестарта мой коллега из Альянса, который сейчас занимает второе место, сможет меня обогнать. Я понимаю, что многие могут сейчас посмотреть на мой результат и сказать: 88 миллионов это за первое место? Ну, ребят, для моего сервера это действительно достаточно высокий результат. И здесь как раз можно затронуть одну интересную тему. Это критерии поиска и подбора серверов. Я пока не буду рассказывать все сразу, но на этой неделе постараюсь постепенно закрывать те темы, которые обещал вам выпускать. И одна из них – это трансфер. Я вам обещал, что в неделю трансфера мы разберем 10 самых распространенных вопросов, связанных с переходом на другой сервер. И мы отдельно поговорим, что вообще представляет собой комфортный сервер для игры. Потому что, ребята, здесь действительно все зависит от конкретного сервера. Есть сервера, которые практически непригодны для комфортной игры. Есть очень активные сервера, где огромная конкуренция, невероятно сильные игроки. А есть так называемые средние сервера, где и конкуренция присутствует, и при этом играть достаточно комфортно игрокам с мелким донатом. Вот сейчас я как раз нахожусь примерно на таком сервере. Когда-то я играл на сервере 649, который тоже был примерно такого же уровня. А сейчас уже около 4 месяцев нахожусь на 913 сервере. И в целом могу сказать, что они очень похожи. Причем достаточно забавно получилось с текущим СВС. В прошлом трансфере ребята из моей команды перешли на другой сервер. И вот сейчас так совпало, что именно с ними мы будем играть СВС. Так что думаю, будет интересно. Помимо трансфера я также вам обещал рассказать о набивании очков убийств. Это, если честно, одна из тех вещей, ради которых мне до сих пор нравится играть в Whiteout Survival. Во время СВС действительно можно получать удовольствие. Я не говорю в разрезе замка, а охотясь на других игроков и зарабатывая очки. Но это уже отдельная большая тема для ролика. Я помню, что обещал вам ее сделать. Не буду обещать, что это будет именно на этой неделе, но если появится возможность и будет подходящее настроение, я обязательно выпущу. А вот про трансфер мы с вами поговорим уже на этой неделе. И следующую тему, которую я планирую с вами разобрать, это внутриигровые магазины. Я уже вам говорил, что информация по ним постепенно меняется, поэтому имеет смысл заново пройтись по всем доступным магазинам в игре и посмотреть, что действительно выгодно покупать. Теперь касательно PvP. Вы довольно-таки часто спрашиваете меня про PvP. И здесь я хочу сразу обозначить свою позицию. Я не считаю себя каким-то гуру PvP. Нет, ребята. В большинстве случаев я сам консультируюсь с более грамотными и опытными игроками, особенно когда речь идет о каких-то сложных PvP-механиках. Я больше тот игрок, который любит разбираться в экономике аккаунта, как максимально эффективно, исходя из своего бюджета, развивать аккаунт и получать максимум результата. И вот эта часть игры мне действительно близка. А в PvP все меняется, особенно в разных поколениях игры. И если в своем поколении я еще могу что-то подсказать, то на начальных этапах игры все меняется довольно-таки быстро. И те тактики, которые мы использовали ранее, уже давно не актуальны. Но у меня появилась одна идея по поводу будущего ролика. Это не будет полноценный PvP-гайд. Мы с вами разберем именно атрибуты и проценты, которые есть в игре. Например, вы прекрасно знаете, что существуют различные бафы, где указано условное увеличение на 10 или 20%. И здесь важно понимать, как именно эти проценты работают относительно уже имеющихся у вас показателей. Допустим, у нас уже есть определенное значение атаки, допустим, оно 1000, и вам нужно понимать, каким образом работает какой-то конкретный бонус в игре. Он действительно увеличивает ваш атрибут на 2% от общей суммы, то есть условные 1000% превратятся в 1020%, или же он просто добавит 2% и получится 1002%. То же самое касается скинов, которые вы сейчас видите на экране, питомцев в разрезе меток и общих показателей, и других источников бонусов.
Я не исключаю, что где-то могу ошибаться. Поэтому, если я действительно буду разбирать эту тему, я, скорее всего, еще раз все перепроверю и дополнительно проконсультируюсь с ребятами, которые мне помогут разобраться с данной темой. Теперь немного касательно моего аккаунта. Те, кто видел мой последний шортс, тот уже знает, что я открыл войска 12 уровня. Я имею в виду войска всех трех видов. И сегодня начал изучать первые исследования. Честно говоря, пока все оказалось не настолько страшно, как я предполагал. Больше всего я переживал именно из-за времени, которое потребуется на прокачку. Но уже в первый день СВС, чтобы набить минимальное количество очков, я смог улучшить текущую технологию до 4 уровня. Ну, в целом сейчас он мне так и будет. Без использования ускорений. До 5 уровня в течение дня, я думаю, добраться будет вообще не проблема. Так что в целом данное исследование можно назвать новым исследовательским центром, который требует уже помимо большого времени еще и большое количество дополнительных ресурсов. Но это мы с вами разберем уже в будущем ролике. Сколько на самом деле времени требуется для прокачки всех войск 12 уровня. Какие ресурсы нужны и насколько это все затратно. Ну а сегодняшнее видео, ребята, я не хочу превращать в очередной ролик на 20-30 минут. Да и в целом, вы знаете, я не люблю ролики настолько делать длинными. Это скорее небольшое общение с вами, небольшой анонс того, что нас ждет буквально через неделю, либо в ближайшие месяцы. Я помню про свои обещания. Я помню ролик про медведя. Я помню про ПВП. Но я вам придумал альтернативу, как потихоньку вам передавать те знания минимальные, которые есть у меня в разрезе данного аспекта. Я помню про трансфер. Помню про внутриигровые магазины. И постепенно все это будем с вами разбирать. Просто мне важно, чтобы на конкретную тему было время и желание, и правильное настроение для того, чтобы сделать для вас действительно нормальный материал, а не просто выпустить ролик ради того, чтобы он вышел. А вот завтра мы уже с вами обсудим, как и обещал, внутриигровые магазины, если не будет никакого форс-мажора. Остальные темы мы будем выпускать постепенно. Ну а сейчас, ребята, присаживайтесь поудобнее. Поставьте классический лайк, если еще этого не сделали. И давайте буквально в 2 словах обсудим, что же разработчики приготовили нам дополнительно в обновлении, которое выйдет уже 17 августа. Честно говоря, разработчики в последнее время что-то слишком быстро меняют. За все время, что я играл в Whiteout Survival, я, пожалуй, впервые вижу настолько большое количество изменений в рамках одного обновления, которое еще даже не вышло. То они что-то добавляют, что-то убирают, то меняют уже анонсированные изменения. Все мы прекрасно знаем ситуацию с бойкотом игроков, которая проходит в течение последнего времени. Но с другой стороны, если разработчики действительно что-то меняют после реакции игроков, значит они хотя бы частично прислушиваются к комьюнити. Понятно, что в конечном итоге они будут делать так, как им удобно и как выгодно самой игре. Но если нам добавляют новый бесплатный функционал, почему бы этому не радоваться? И вот это то, о чем мы сегодня с вами поговорим. И этого ранее не было в первоначальном анонсе обновления. То есть разработчики, видимо, увидели реакцию сообщества и решили добавить довольно интересную опцию. Давайте вместе разберемся, что нас именно ждет. Я открыл пост, который разработчики сегодня опубликовали в Facebook. И давайте откроем его вместе с вами. Начинается пост, как всегда, с небольшой философии. Зима однажды будет освещена огнем. Когда ваш город официально войдет в эпоху огненных кристаллов, старый ящик предложений будет переработан в так называемую станцию желаний. И вот здесь уже становится интересно. Речь идет о том самом ящике, который мы нажимаем в течение дня и получаем небольшое количество алмазов. Думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Так вот, после перехода вашего города в эпоху огненных кристаллов этот объект будет преобразован в новую постройку. И дальше разработчики пишут следующее. После разблокировки построек огненных кристаллов в городе постепенно будут добавлены 9 совершенно новых развлекательных объектов. И самое интересное, материалы для их строительства мы сможем получать бесплатно. Причем разработчики отдельно подчеркивают, что достаточно просто оставаться активными в ежедневном игровом процессе, без каких-либо дополнительных требований. То есть, судя по формулировке, никакого дополнительного доната для этого не потребуется. Но здесь я пока поставлю небольшую звездочку. Я очень надеюсь, что именно это разработчики и имеют в виду, потому что более подробной информации пока что нет. Что же будет после завершения строительства? Каждый развлекательный объект будет случайным образом производить щедрые награды каждый день. Заметьте, именно каждый день. И вот список уже становится довольно-таки интересным. Нам обещают снаряжение талисмана губернатора, материалы для развития питомцев и экспертов, снаряжение героев. Ну, и, вероятнее всего, говорится про шестеренки. Но кто его знает, а может про мифрил и другие полезные предметы. Причем разработчики отдельно отмечают, что повышение уровня печи огненных кристаллов будет увеличивать количество предметов, которые мы можем получать ежедневно. То есть, если я правильно понимаю эту механику, чем выше уровень вашей печи, топки имеется в виду,
тем больше ежедневных наград вы сможете получать. Но опять же, это пока мое понимание текста разработчиков. Как именно будет рассчитываться количество наград и будет ли оно напрямую зависеть от уровня топки, мы узнаем только после выхода обновления. И вот здесь я хочу немного отойти от самого анонса и поговорить о том, что это вообще означает для игроков. Единственное, что хочу еще сказать про этот пост, данное обновление появится у нас в игре вместе с основным обновлением, которое будет у нас 17 августа. Если посмотреть на развитие игры за последний год, здесь действительно произошли серьезные изменения. Для новичков сейчас возможности получить различные ресурсы и материалы становится все больше. А мы, старички, прекрасно помним, как это все выглядело раньше. Никаких лабиринтов, никаких каньонов и многих других возможностей просто не существовало. Возможностей для развития аккаунта у нас было значительно меньше. От того же Мифрила, о котором я неоднократно говорил, когда-то ранее мы практически исключительно видели в отчетах китов. Получать его обычному игроку было, мягко говоря, проблематично. А сейчас игра постепенно добавляет все больше возможностей, получая подобные ресурсы. А вот теперь нам обещают еще одну ежедневную систему наград. У меня, например, сейчас максимальный уровень печи, это 10. Поэтому мне особенно будет интересно посмотреть, как эта механика будет работать на высоких уровнях. Потому что если разработчики прямо говорят, что повышение уровня топки увеличивает ежедневное количество получаемых предметов, поэтому логично, что на основе моего уровня топки я смогу получать максимальное количество наград, которое будет доступно. Но опять же, не будем пока делать окончательных выводов. Возможно, будет все зависеть не только от уровня топки, но от максимального уровня зданий, доступного конкретно на вашем сервере. Это мы узнаем уже после обновления 17 августа. Как я говорил уже в анонсе, нам будут доступны следующие награды. Это снаряжение губернатора и талисманы губернатора. Это, конечно, очень приятная история, потому что этого ресурса у нас всегда мало. Хотя, если честно, сегодня у меня с наградами какой-то полный провал на всех фронтах. Во-первых, я неправильно улучшил снаряжение губернатора. Вместо этого показателя я случайно улучшил этот. Раз в неделю я открываю свои пазлы, которые мы получаем за счет активности в течение недели. И сегодня я вообще не получил никакого нового пазла. Затем я делал обмен усовершенствованных кристаллов огня. И из 20 обменов я получил всего лишь навсего 22 кристалла. У меня такого, честно сказать, еще не было. Не повезло мне сегодня и в Энигме, и не повезло мне в кубиках. А потом я открыл 70 ящиков удачи со снаряжением героя, и тоже мне не повезло с мифическим снаряжением. Может, в этих ящиках мне повезет? Давайте попробуем. Ну, в целом ничего нового. Короче говоря, сегодня игра явно решила, что я должен немного отдохнуть от хороших наград. Не знаю, зачем я этом рассказываю, но решил поделиться. А теперь самое интересное. Разработчики также обещают материалы для развития экспертов и питомцев. И тут у меня снова появляется вопрос. Ребята, не готовят ли нам новое что-то с питомцами? Потому что я, например, никогда не вкладывался в питомцев за донат. И сейчас я уже на своем этапе игры постепенно подхожу к тому моменту, когда я смогу прокачать своих питомцев, абсолютно всех, до максимального уровня. Это говорю только в разрезе уровней, не в улучшениях меток. Почему я про это говорю? Потому что мы же с вами видим в последнее время, что различные материалы для питомцев постепенно начинают появляться в бесплатном контенте. В том же сражении альянсов появилась возможность получать определенные ресурсы для их развития. А теперь разработчики еще добавят их ежедневные награды. Поэтому у меня есть ощущение, что с питомцами нас в будущем будет ждать что-то интересное. Но подчеркиваю, это только моя теория. Никакого подтверждения от разработчиков на этот счет у нас пока нет. И еще один важный момент – это случайность получения наград. Разработчики говорят, что каждый объект будет случайным образом производить награды. Это, как я понял из анонса. Поэтому я предполагаю, что здесь может быть система, похожая на те же ящики. То есть у нас будет определенный набор возможных наград, но вероятность выпадения каждой из них будет отличаться. Например, что-то мы будем получать достаточно часто, а более ценные предметы значительно реже. Но как именно это будет работать, пока непонятно. Возможно, будут фиксированные награды, возможно, будет несколько уровней редкости, а возможно, действительно будет процентный шанс выпадения каждого предмета, как мы уже привыкли. И все это мы узнаем уже 17 августа. И главный вопрос, который сейчас, думаю, многих интересует, будет ли эта система полностью бесплатной. Я очень надеюсь, что да, потому что именно так сейчас выглядит из формулировки разработчиков. Они говорят, что материалы для строительства можно получать просто оставаясь активным в ежедневной игре и без каких-либо дополнительных требований. Поэтому логично предположить, что дополнительный донат для открытия этой системы, я очень надеюсь, что не потребуется. Но пока мы это можем только предполагать. Более подробной информации разработчики нам не предоставили. И если для получения материалов действительно достаточно будет просто играть и выполнять обычные ежедневные активности, то это, на мой взгляд, очень хорошее изменение. Главное, чтобы нам не добавили 10 новых обязательных ежедневных заданий.
Надеюсь, все будет значительно проще. С вами открываем здания, развиваем их каждый день и забираем свои награды. Но как это будет работать на практике, мы узнаем уже совсем скоро. До обновления осталась буквально неделя. И мне, честно говоря, уже очень интересно посмотреть, что именно разработчики по итогу приготовили для нас. Ну а сегодня получился немного необычный ролик, где мы с вами немного пообщались. Я не планировал делать большой выпуск, но он немножко затянулся, так как я просто хотел пообщаться с вами и поделиться этой информацией. В последнее время я действительно реже появляюсь в Телеграме и не так часто с вами общаюсь. Просто заканчивается лето и хочется закрыть все семейные и дачные дела в ближайшие несколько недель. А уже потом, надеюсь, буду значительно больше времени проводить дома и смогу активнее заниматься контентом. Ну а вы, ребята, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете об этой новой опции. Как вам идея с 9 развлекательными объектами, какие награды вы хотели получать каждый день и самое главное, как думаете, действительно ли эта система будет полностью бесплатной? Если кому интересно, ссылку на оригинальный пост от разработчиков в Фейсбуке я оставлю под видео. Можете также поделиться этим роликом, либо постом из Фейсбука с участниками вашего альянса. Ну, на сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк этому видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся завтра и всем пока-пока.